Привет! Не так давно у меня на канале выходил обзор на свежую 16-ю модель внутриканальных наушников от QCY. Ну а сегодня настал черед T17, которые, как и их предшественники, представляют из себя самые что ни на есть классические затычки без ножек. Только вот на этот раз перед нами ультрабюджетный вариант стоимостью в $20. Как и подобает настоящему лоукосту, в устройстве использованы максимально дешевые материалы, но при этом собрано все довольно качественно. Продолговатый зарядный футляр из черного матового пластика имеет один статусный светодиодный индикатор состояния, который расположен на передней стороне корпуса. По сути, особо информативным его назвать сложно, потому как загорается он лишь при подключении провода для пополнения энергией. Этот процесс сопровождается миганием синей лампочки, а по завершению диод будет гореть постоянно. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 380 мАч, но, к сожалению, узнать остаток заряда по свечению индикатора нет никакой возможности. Петля крышки пластиковая, без доводчика, в открытом состоянии крышка никак не фиксируется, но при этом сильного люфта не наблюдается. Для подключения наушников к смартфону их необходимо достать из кейса. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Обнулить настройки можно посредством сенсоров управления. Весь процесс описан в инструкции. Сами наушники имеют весьма удобную круглую форму и довольно длинный звуковод. Для более комфортной посадки по периметру каждого из наушников производитель предусмотрел специальные силиконовые уплотнительные кольца со своеобразными упорами. К сожалению, запасных в комплекте нет. А вот что касается стоковых амбушюр из коробки, то они здесь очень плохого качества. Их просто обязательно надо поменять на сторонние. В противном же случае все, что я буду далее говорить про звук, не будет иметь абсолютно никакого смысла. Как уже случалось не раз, на помощь ко мне пришел мой дежурный набор амбушюр с Алиэкспресса. В этом футляре есть сразу и пена, и силикон. Так вот, после смены этих уплотнителей звук в наушниках поменялся кардинально. Появился хороший басовый тембр и объем на середине. Наушники стали звучать более сбалансированно, и по частотному диапазону стало хватать всего. Это как раз тот самый классический пример, когда две маленькие силиконовые штуковины меняют частотную картину до неузнаваемости. К слову сказать, в кейсе места хватает, и даже самые большие насадки из этого набора прекрасно входят в посадочные места. Зарядные контакты соприкасаются, крышка закрывается плотно. Вообще, если ты больше предпочитаешь внутриканальные наушники, то я очень рекомендую прикупить себе подобный наборчик, даже просто вне контекста данного обзора. Также здесь хотелось бы отметить, что наушники не тихие. В моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли чуть более 5 часов. Если быть точным, то спустя 5 часов и 18 минут непрерывного проигрывания музыки они разрядились в ноль. За передачу звука здесь отвечает два аудиокодека на выбор, это AEC и SBC. Управление функциями мультимедиа в QCY T17 осуществляется тапами, но по какой-то причине данная модель не определяется фирменным приложением, даже несмотря на то, что в инструкции и на самой коробке отсылки к программе имеются. И не помог мне с этим ни VPN, ни смена региона в настройках смартфона, хотя ранее с другими моделями QCY такие способы работали. Возможно, поддержка от приложения будет позже, ну а пока по жестам имеем то, что имеем. Двойной тап по любому из наушников отвечает за плей-паузу и ответ на входящий вызов. По удержанию пальца на сенсоре можно переключать треки. Правый наушник отмотает вперед, левый в начало композиции, либо назад. На одинарное касание действий нет, но возможно в будущем в приложении их можно будет разморозить, как в тех же T16. А вот по тройному тапу действия зашиты разные. Левый наушник вызывает ассистента, а на правом активируется встроенный игровой режим. В своем тесте в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил ставшие для таких условий уже, наверное, неким стандартом де-факто 160-200 миллисекунд, что для любителя на глаз заметно не будет, а вот профи определенно задержку услышит. При работе YouTube такой эффект будет заметен намного меньше, так что ролики можно смотреть с комфортом. Передачу данных по воздуху обеспечивает модуль Bluetooth версии 5.1. Точно такой же протокол обеспечивает связь и в моем основном смартфоне OnePlus Nord CE. В период тестирования и эксплуатации каких-то серьезных проблем по этой части мной обнаружено не было. Заявленные расстояния наушники держат без проблем. Но теперь я предлагаю тебе послушать, как данные наушники отрабатывают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Предупреждаю сразу, звучат они не очень, в силу отсутствия у данной модели дополнительных микрофонов на шумоподавление, так называемого CVC.
то есть разговаривать с наушников по телефону желательно в помещении. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках QCY T17. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас открываю окна с двух сторон. Мне сюда начинает задувать порывами ветер. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Плюсом ко всему у нас выпал снег, сегодня зима, скорость у меня где-то 55-60 км в час, и я не гоню. Тем не менее, можно примерно понять, как это слышит собеседник при вот таком сценарии использования. Ну и по традиции второй тест с печкой, куда же без него, тем более, что зима уже за бортом. Я выкручиваю ее на максимум, она потихонечку сейчас набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот я тебе сейчас ставлю фрагмент данного шума, чтобы послушать, в каких условиях данный тест проводится. Ну и как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Если, допустим, будешь разговаривать по этим наушникам в каком-то очень сильно шумном помещении, без ветра, без всего, но при этом сильный шум присутствовать. А вот еще один тест работы микрофонов в наушниках QCY T17. Вот так вот они отрабатывают на такой тихой, спокойной улочке. Я сейчас нахожусь возле парка. Рядом со мной есть дорога, но машины по ней не особо так ездят. Но, тем не менее, сегодня есть такой довольно-таки сильный ветер. Он периодически порывами дует мне в лицо. Но при этом, при всем, можно примерно понять, как это будет слышать собеседник. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать однозначно, что данные наушники имеет смысл покупать лишь с четким осознанием того, что микрофоном ты пользоваться не будешь, либо будешь его использовать только в крайних случаях. По звуку к наушникам у меня претензий нет, они вполне подойдут для прослушивания различных жанров музыки, да и автономность с игровым режимом также находится на достойном уровне. Ну и разумеется, не забудь, что к этим наушникам еще и амбушюры другие нужны, чего, к примеру, не скажешь о Redmi Buds 3 Lite. Это очень похожие на T17 наушники, которые я тестирую параллельно и обзор на который будет следующим. Там, конечно, есть свои нюансы, но лично мне они как-то больше понравились, чем эти наушники от QCY. Ну а в этом обзоре я, пожалуй, могу поставить точку. Все, что хотел, я рассказал. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.